Всем доброго времени. Герой нашего сегодняшнего видео, или героиня нашего видео, это турбокомпрессор, в народе турбина. Значит, это турбина модели КК, К03, 006, Б5, ну что-то там еще пару цифр. Значит, этот турбокомпрессор устанавливается на моторы 1.9 турбодизель. В данном случае это мотор маркировки АХУ. Мотор этот ставится на Seat Alhambra, Volkswagen Charan и Ford Galaxy. Значит, проблема у него стандартная. Значит, износился подшипник вала, отсюда люфт. Ну и масло гонит в впускной коллектор. Ну, повышенный расход масла, ну и так далее, все вытекающие. Значит, что мы будем с ним делать? Мы его разберем полностью. Значит, заменим возможные детали, какие там получится, не получится. Ну, постараемся восстановить. Ну, выглядит он примерно вот так. Вот тут написано КК, К03, номер. Значит, вот это выпускной, вот сюда прикручивается на вот этой части к выпускному коллектору. Ну, сюда одевается гофра, труба с гофрой, и пошла на катализатор. Значит, это подача масла, это обратка масла, ну то есть слив масла. Значит, это пошло на интеркулер, а это подача с фильтра. Значит, это актуатор. Что такое актуатор? Это такая деталь, которая, если ЭБУ двигателя говорит, что давление высокое в выпускном коллекторе, он открывает такой вот клапан, и он сбрасывает давление лишнее. Ну вот видно под углом, да. Вот так открывает. При помощи вакуумных трубок, вакуумной системы этот шток двигается, но у меня он не двигается, он заклинил, буду разбирать. В дальнейшем, может быть, будет видно. Так, для разборки нам понадобится десяточка ключик на 10. Я уже болты предварительно все ВДшкой отмочил и открутил. Мне будет проще. Выкрутим еще переходник трубки маслоподачи, вот такой, с медным колечком. Начну, разбираем. Значит, помимо болтов еще есть вот такие вот ушки, которые, ну, грубо говоря, увеличивают плотность прижимания. Их всего здесь две, с одной стороны и со второй. Честно говоря, болты пошли у меня легко откручиваться, а вот сами улитки горячие, холодные, пришлось немножко попотеть. Ну так, не сильно, чтобы. Сейчас расскажу, что я делал. Значит, чтобы отсоединить горячую улитку, вот эту вот часть, я ее нагрел на газовой горелке, ну, вот по этому периметру, и молоточком постукал. Это чугуняка, и она очень хрупкая, поэтому, ну, аккуратно нужно. Значит, на что хочу обратить внимание еще. Значит, благодаря нашему топливу дизельному я просто губочкой помыл, и вот тут все очень чистенько и аккуратно. Никаких наплывов больших нету. То же самое и здесь. То есть все это очень легко отмылось, никакого нагара серьезного нет. Ну, при снятии турбокомпрессора, точнее при снятии трубы с гофры, у меня вот такая вот беда получилась. Значит, эти три гаечки были медные, а четвертая гайка, которая прикручивала, была стальная. Ну, естественно, она закисла. Так как доступа мало, я тут немножко повредил резьбу. Шпилечку я заказал, я ее поменяю. Значит, ну вот так тут выглядит. Сюда прокладка такая специально продается, ставится. Между горячим коллектором и турбиной никакой прокладки не ставится. Вот эта плоскость просто прижимается двумя болтами, и тут шпилька с гайкой. Вот. Ну, конечно, вроде бы нигде тут не сечет, потому что видно, что все тут плотно и хорошо. Значит, ну вот это типа клапан. Такой тоже не закисший, чистый. Ну, спасибо еще раз нашей белорусской солярке. Так, что, значит, холодная улитка.
Значит, она, значит, 3 ключика на 10, 3 болтика на 10 здесь. Они также держат актуатор шток. Но вот здесь вот, ну, такой шестигранник, не знаю, может быть на 4, на 6, не знаю, на что он тут. Ну, такой, короче. Значит, актуатор, он, конечно, у меня уклиненный по идее, ну, так как должен быть по заводу, он должен легко ходить вперед-назад. Я, значит, буду разбирать, есть там форумы такие, там их ремонтируют, то есть распиливают вот эту часть, разбирают и там внутри меняют там резиновое, скажем, такой тип резинового кольца, которое крепится к штоку, причем когда вакуумная трубка создает вакуум, оно втягивается. Ну и пружина, соответственно. Скорее всего, там что-то забилось, возможно, пружина заржавела, короче, уклинило что-то. Но буду разбираться, смотреть. Значит, холодная улитка. Тут тоже такая большая скоба, не скоба, ну тоже она как бы увеличивает площадь контакта. Ну что, соответственно, получается. Значит, холодная улитка. Я с ней немножко больше повозился, она очень плохо слазила. Потому что вот эта вот часть, на которой она сидит, была немножко подкишена. Ну, тоже я нагрел, не сильно, правда, нагрел, и она отошла. Тут было очень много грязи, ну и все было, естественно, в масле. И там еще фотографию скину, как было до этого, что было до этого. Ну и, соответственно, основная причина – это люфт вала. Но слышно и, ну, я не знаю, видно, не видно, видно. Вот видно. Ну, аналогично здесь. Значит, лопасти холодная улитка меня очень устраивает в отличном состоянии. Даже видны балансировочные срезы, скажем так. Вот. А вот лопасти горячие меня немножко не устраивают. Вот здесь уже видны повреждения. Что с этим делать, я пока не знаю. Возможно, ничего не буду делать. Возможно, оставлю уже в дальнейшем, через какое-то время, там, под замену полностью турбокомпрессора или что-то еще. В общем, вот так вот. Ну, продолжу уже, когда откручу. Значит, что нужно мне открутить? Мне нужно открутить вот это вот на 8 здесь гаечка. На форуме везде и на видеороликах это получается по часовой стрелке, это она откручивается, против часовой закручивается. То есть резьба левая, что ли, получается. Смотрите дальше. Продолжаем видео про турбокомпрессор. Разбираем картридж. Значит, ключик на 8 нам понадобится. Резьба, значит, здесь по часовой откручивается, против часовой закручивается. Откручиваем. Предварительно я уже открутил, конечно, но такая вот гаечка. Значит, снимаем холодную крыльчатку. В таком состоянии внешне очень даже неплохом. Тут немножко грязно, помою попозже. Значит, про балансировку сейчас расскажу. Сразу раскладываем детали, чтобы последовательно, чтобы было понятно, что идет зачем. Здесь выскочило. Вот это типа защита, или что это, или кожух, который разделяет холодную улитку, ну и сам картридж. Здесь находится втулочка такая, вынимается очень просто. Эта втулочка не должна иметь биения на валу, то есть она должна не люфтить. Ни биение, эта втулка не должна иметь люфт на валу. Мы положим сюда. Дальше идет, короче, набор каких-то колец различных, не знаю, каких-то, это масло какое-то. Так, что дальше? Тут пинцетики есть.
скажем. Надо очень аккуратно. Металл, возможно, очень хрупкий. Ну, то есть не хрупкий, а мягкий. Тоже очень плотное колечко. Ну и вот основная причина поломки, износа и все остальное. Такие вкладыши 1 и 2, которые удерживают сам подшипник. Сейчас я бы не мывал, это будет видно. Это тоже какой-то экран, не знаю, девается все просто вот так вот. Положим вот куда тут, чтобы было видно, вот так положим. Нет, эта деталь не видно, вот сюда. Так, ну и вот причина. Вот это тут поломка этого вкладыша. Он даже не держится в своей обойме. Ну вот видно, не знаю, что обломаны усы видно. Так вот на белом. Не знаю, ближе. Не фокусируется камера моя. Ну где-то вот так. Видно, что один усик обломан. Раз, аналогично здесь то же самое. Видно, что усик обломан. Так вот в фокусе. Значит, здесь типа стопорное колечко. Снимается тоже достаточно просто оно. Вот идет колечко стопорное. Ну и сам подшипник, вот он вывалился, я его уже помыл. Сам подшипник, в принципе, подшипник износа как такового не имеет. Ну, небольшой, минимальный люфт. Минимальный. Единственное, он сильно поврежден вот в этой части. Видно, что вот эти вот стопорные скобы его очень сильно износили. Видно, что один ус отломан, и вот тут прямо выемки канавки. Ну, возможно, в дальнейшем будет меняться. Вот тут видно. Вот сам подшипник вот так вот выглядит. Смотрим, внутри ничего больше нету. Такое вот резиновое уплотнение. Все остальное все более-менее нормально. Хочу опять же заметить, благодаря двигателю либо маслу здесь я чуть-чуть помыл. Не знаю, не видно. Большой тут. И практически не было никаких отложений масляных, либо нагара такого сильного. Чуть-чуть ножик меня поскреб, конечно. Но вообще вот тут внутри и вот здесь вот все было относительно чисто, протер тряпочкой и все. Ну вот так вот корпус выглядит. Значит, картридж. Ну вот еще стоит вал и, значит, вал и горячая, не знаю, крыльчатка. Видно повреждения на ней, немножко видно. Вот какие-то углом. Сам вал не имеет сильного износа, ну небольшие, но на ощупь ногтем практически ничего не чувствуется. Ну тут какие-то наслоения, я их, естественно, почищу, уберу. Вал такой-то, экран тоже относительно чистый. Я его почистил. Подшипник. Ну, вот эти две поломанные стопорные. В принципе, все целое, все не имеет повреждений, кроме этих вот двух скобочек поломанных. Ну, естественно, из-за них вот тут вот очень сильно видно, сам подшипник пострадал. Поэтому он сидел неплотно, его крутило вот так вот влево-вправо. Ну, естественно, увеличивало и наружный, и внутренний износ. По идее, он должен там, ну, минимальный люфт быть. Все, вот сама крыльчатка тоже внешне в неплохом состоянии.
Значит, продолжаем видео сборка турбины. Значит, что я не показал. Тут внутри, внутри корпуса есть такое колечко. Сейчас я его сниму. Обязательно, если в ремкомплекте оно присутствует, обязательно заметьте, потому что на нем видно явно сильный износ. Оно стало очень тонким. И оно там внутри очень сильно болтается. Его надо обязательно... Ну, это колечко, у него упирается вот в подшипник этой стороной. Тоже на подшипнике явно виден износ. Это нужно обязательно заменить. Значит, ремкомплект я приобрел. Пришел он ко мне за 20 дней. Стоимость обошлась мне его в районе 50, где-то 60 долларов. Комплект такой есть с доставкой. Так, что мы меняем? Сначала мы поменяем обязательно вот это колечко на валу. Я надеюсь, что получится его снять аккуратно. Многие скажут, может быть, не надо менять, зачем-то, родное, но оно тоже износилось порядком. Такое колечко есть в комплекте, но поменяем его обязательно. Вот оно. Ну, сразу чувствуется, что оно очень упругое. Становится очень упругое. Это хорошо. Так. Значит, что у нас? Это колечко мы сразу откладываем. Значит, ставим это стопорное кольцо. Тоже первым делом ставим его, тоже откладываем, пытаемся установить. Ну, в общем, колечко я поставил, стоит внутри. Так, что дальше? Одеваем сюда вот это вот колечко резиновое, ну, какое-то уплотнение будет. И его сразу исключаем. Так, дальше у нас идет, ну, если согласно вот этой моей схеме, с этой стороны вал, значит, от обратно идем подшипник. Очень плотно, хорошо так углубился он туда. Так, подшипник. Значит, вот эта деталь, которая у меня, я изначально думал, состоящая из двух, она в итоге поломана. В оригинале она выглядит вот так. Это вот деталь. Вот так вот она выглядит. Основная причина поломки была именно она устанавливается она вот так. Тут она очень туго и плотно садится. Значит, что? Так. Стоп. Отбой. Вот здесь вот еще у меня есть кольцо, которое я не вынял. Оно держит эту деталь. Это колечко мы тоже будем менять, потому что она тоже порядком износилась. Видно, что на нем бликует. Ставим вот эту вот деталь, которая не так. Так вот она ставится. Вот это она очень плотненько будет. Значит, сидит так. Ставим новое колечко. Обязательно. Всем рекомендую поставить все новенькое. Первое становится очень туго. Сразу слышно, что детали новые. Так, на место не стало. Тут это оно стало. А тут нет. Сейчас, секунду. Сейчас продолжаем. Ну вот я поставил стопорную такую скобочку. Очень плотно сидит. Это скоба, вот эта поломана, она еще такую роль демпфера играет. Подшипник сидит в напряжении. Значит, в дальнейшем, что у нас дальше? После этой скобы тут у нас вот такая гайка. Видно, что она износилась изрядно. Выработка такая хорошая у нее. Но видно, что она какой-то бок имеет изношенный. Может, я не очень все это красиво покажу, расскажу, ну как смогу. Значит, вот она у меня есть. Одна сторона полированная, вторая нет. Ну, судя по... В общем, она
Это вот так становится. Потом идет маслоотражатель, вот он. Значит, ставится он вот так вот, согласно схеме, да, так вот ставится. То есть эта часть у него без прорези, вот такой прорези, сразу там и дырочка. Тоже ставим новый маслоотражатель, вот это отверстие, которое поступает, он становится вот так. Ну вот эта деталь, она в принципе под износу не подвержена. Тоже ставится вот в этот паз. Так, значит, что нам желательно сейчас одеть? Желательно нам поставить вот эту вещь. Тоже изрядно износилась. Вот новенькая деталь. Ну вот изношена. Так, что у нас, что меня смущает? Вот это колечко надо поставить. Тоже изрядный износ, сильный износ. Не знаю, как вам показать это. Но здесь есть. Такая вот вещь. Значит, она вот так ставится. Все делается просто. Так. Надо давить его внутрь, это дело. До щелчка вот оно, в принципе, стало и уперлось. Так, резиночку поставил, все поставил, тут деталь не выкидываю, тут деталь не выкидываю. В принципе, ну вот. В сборе. Так, что мы делаем дальше? Дальше раз гляну. Все ли хорошо здесь? Да, здесь вроде бы все хорошо. Так, пробуем ставить его. Угу. Подоперся. Сейчас разберем, посмотрим. Пробуем одеть вал. Так, посмотрите. Ага. Вот это вот немножко уперло. Ага, очень плохо. Забыл очень важную деталь. Очень важная деталь. Сейчас мы это высыпем вообще. Так вот. Тоже какой-то отражатель. Ну вот он так вставится. Так, сейчас берем, посмотрим на люфт. Полированная часть вот сюда. Очень плотно. Безумно плотно. Не знаю, должно ли так быть. Такое чувство, что оно прям царапает. Но вообще, возможно, так должно быть. Посмотрим, как оно будет крутиться. Очень туго, очень плотно. Ну, то есть не туго, а очень плотно. Делаем вот эту вещь. И гаечка новая. Новая гаечка. Новая гаечка. Я посажу ее на герметик резьбы. Но перед этим я сейчас покажу, как я сделал типа балансировку вала. Типа, то есть я использовал такую картонку с метками. Значит, вставляем. Так, наверное, мы сейчас чуть-чуть капнем, наживим. Чуть-чуть капнем. И борщим. Мы сейчас соберем все это дело, потекло. Потекло. Это ладно, мы протрем. Лишнее протрем. Так. Нажмем чуть-чуть гаечку. Резьба здесь в обратную сторону, не знаю, левая, не левая. Так, дальше.
что мы делаем? Значит, у меня есть метка, 2 белых меточки, вот они. Их очень хорошо видно. Значит, я выставляю по этим меточкам, которые мне раз совпадает. Два совпадает. Ну, в принципе, можно зажимать. Нет, нельзя, чуть-чуть вниз. Так, вообще в сторону перепутал. Был задуман тут вот с этой стороны. Так вот я выставляю. Так. Да, вот тут вот это было сделано. Раз метка. Новая метка на коробочке. Все это дело продавлено. Я вижу, что это холодное, это горячее. И наоборот, там холодное, там горячее. Так. Значит, с ключиком потихонечку зажимаем. Зажимаем в эту сторону. Так, это на 10. Наверное, 10, да, на 10. Угу. Так, что-то чуть-чуть оно раскричило, чуть-чуть. Раз тут совпало, здесь совпало. Все совпадает по мятенькой. Прокручивается само колесо, потому что не идеально зажим. Вот так вот идеально. Можно еще что-то как-то. Возможно, еще усадка идет небольшая. Что мы видим? Вот тут у меня совпадает метка и отпечаток на... Та же самая здесь совпадает метка и отпечатки на картоне. Соответственно, что это значит? Это значит, что я вот эту крыльчатку и вот эту крыльчатку и сам вал выставил относительно по заводскому. Вот тут я допустил большую ошибку, о которой я расскажу гораздо позже, ближе к концу видео, но вы все увидите. Так, я передавил 100%. Просто та деталь не встала. Угу. Все сильно уже это получилось. Здесь крутится, а здесь нет. Почему? Сейчас разберем. Еще раз разберем и все посмотрим, почему так получилось. Ну, вот что-то тут не так, потому что эта деталь стояла плотнее. Сейчас разберем, посмотрим. Значит, я чуть-чуть освободил, просто передавил немножко. Ну, пока она немножко раскручена. Люфт небольшой, еле-еле заметно есть. Сейчас я это делаю. То есть как бы подшипник внутри. Ну, горизонтального люфта практически нет вообще. Это вот за счет вот этой вертикальной, ну вверх-вниз я имею в виду. Небольшой есть люфт. Но крутится все шикарно. Подшипник внутри не перемещается. Ну, согласно этой схеме, я собрал все правильно. Ну и вообще правильно собрал. Так, будем одевать как горячую холодную улитки. Значит, горячая улитка. Вот так она выглядит. Так вот садится. Значит, единственная проблема, я не отметил, и вам рекомендую всем отметить местоположение картридж согласно улитке. Значит, я помню, что масло подачи сверху, поэтому примерно она будет вот так вот. Так, я сейчас найду. Тут вот есть, да, старые отметины вот такого типа.
Вот так она будет ставиться. Сейчас я принесу скобки. Секунду. Значит, вот такие скобы крепятся. Вот видно их след крепления. Вот так вот не одеваются. Сейчас будем одевать. Сжимать, значит, болты. Болты вот они старые, видно. Раз, два, три. Так, это не то. 4 болтика. Значит, новые выглядит, ну, вот так вот. Ну, я рекомендую, наверное, поставить новые. Сейчас мы чуть-чуть новые промокнем в масле, чтобы они полегче. 4 штучки. Полегче стали, масло потом, не знаю, подгорит, можно чуть-чуть по капельке. Значит, ну вот я закрутил, зажал, все стало очень плотно. Хорошо видно, что здесь никаких щелей нету. Все стало очень крепко. Такого люфта ничего нет. Пока все хорошо крутится, без проблем. Ну, пока еще вот эта часть была. Теперь оденем холодную улитку. Да, аналогично. Все аналогично. Так, значит... Вот сейчас вот видно какие-то ниточки, к сожалению, величайшему, я не оставил меток. Так, это слив, значит, это оно вот так вот. Я вижу немножко по старым меткам, как оно где прижимает. Немножко по старым меткам. Вообще эту вещь можно будет там на месте нажать. Так, с этой стороны одевается вот такая большая скоба. Одна. Сейчас мы ее тоже наживим. Так, воспользуемся из ремкомплекта. Тоже их 4. Раз. Два. 3. 4-й болтик здесь очень интересно. Вот такой. Так как вот здесь маслоподача. Здесь и... Ну, будет вкручиваться вот так. Так, значит, скоба одевается. Никаких следов не осталось, к сожалению. Ну, где-то вот что-то, мне кажется, выглядит примерно так. Сейчас чуть-чуть промочим. Так, ну примерно вот так это будет выглядеть. Наверное, по месту мне придется это дело регулировать. Сейчас нажму, потом покажу. Зажму, а там будет видно. Здесь скоба идет вот с такой вот вещью. Называется эта вещь актуатор. И сейчас, согласно ему, мы все это дело выставим. Значит, что касаемо актуатора. Была проблема у меня очень сильная. Значит, он не работал у меня. Работает он на разжим. Ну, видно, да? Значит, он был вот в этой части типа завальцован, я сделал надпилы, такие, там будет фотография. Разобрал корпус, помыл, там стоит такой типа резинки, пружина и шток. Значит, сюда подается давление, берется от холодной улитки. Когда переизбыток давления, БУ говорит открыть клапан, клапан открывается и
эта штука выталкивает вверх и толкает в бок, скажем так. Через рычаг открывает такой вот механический типа заслон, который в свое время через выпускной коллектор, вот даже пальцем видно, оно сбрасывает часть газов, что мешает вращению колеса и, соответственно, мешает давление в холодном коллекторе или в впускном коллекторе. Ну, вот так, сейчас мы закрепим это дело. Ну, в общем, вот я уже скрутил, прикрутил холодную улитку. Меточку я сделал изолентой, ну, чтобы выставить согласно, как было выставлено. Я уже зажал актуатор, чтобы этот вот этот клапан теперь держится мертво. Ну, тяжеловато, конечно, открывается, но и должен очень туго открываться, очень-очень туго должен. Так. Ну, наверное, все. Тоже чуть-чуть капнул масло на вал, значит, вал крутится. Очень плотненько крутится. Вот сейчас даже попытаюсь его полюфтить чуть-чуть. Еле-еле заметный люфт есть. Еле-еле, даже очень туго. Я бы сказал, находится, но я надеюсь, что подшипник притрется. Возможно, даже не слышно никакого стука. Все крутится, нигде ничего не задевает, не цепляет. Также здесь то же самое. Неудобно. В масле уже руки. Вот сюда крутил маслоподающий штуцер, такой переходник на трубку. Ну все крутится хорошо, все туго. Все, буду ставить это дело на машину, собирать все буду. Вот еще внимательно давайте рассмотрим. Тоже чуть-чуть подиспачкал маслом. Ну вот примерно все выглядит вот так. Не знаю, надеюсь, будет все хорошо. После какого-то определенного пробега я, наверное, сниму видео, покажу, что творится в впуске, попадает ли туда масло или нет, что происходит. Продолжаем ремонт нашей турбины. Значит, расскажу сейчас о своих косяках и почему вообще поломка произошла. Значит, тот косяк, который я озвучил в середине видео, значит, в чем он заключался и как я обнаружил. Значит, после того, как я собрал всю турбину, я ее установил на двигатель и проехал, прокатился километров, ну, 1,5-2, может, проехал. Когда дал газ в пол и резко заглушил двигатель, я услышал скрежет турбины и визг. Что получилось? Значит, почему так произошло? Ну, я поехал в гараж, разобрал и обнаружил следующее. Значит, вот это вот колечко, которое на валу, вот оно здесь хорошо видно, оно до конца в паз не зашло. То есть холодная горячая крыльчатка чуть-чуть выступала у меня, на видео, кстати, видно. И вот между там шайбой этой, теплоотражательной шайбой и крыльчаткой была щель большая. Колечко не зашло в паз. Когда я снял две крыльчатки, турбина была заклинена, потому что до конца вот это колечко не зашло в свой паз. Когда я поставил эту турбину, газы начали давить на горячую крыльчатку и, соответственно, на вал, и вдавили это колечко, и оно заскочило в свой паз. И здесь, в холодной части, вал вытолкнул в эту сторону холодную улитку, и она начала тереть вот эту часть. Именно корпус, холодную часть турбины, холодную, не знаю, нагнетательную часть, сама холодная крыльчатка. И вот это был скреж. Когда я разобрал, я увидел, что лопасти турбины начали изнашиваться, то есть появился металлический там цвет такой металла. Значит, я еще хорошенько все стянул, сильнее затянул гайку эту и
турбина стала работать в нормальном режиме. То есть никакого скрежета не было. Я все это опять собрал, установил, проехал километров 10, еще раз все проверил, все опять разобрал, посмотрел, никакой пыли, никакого металлической, никакого износа металла не было. Все работало хорошо. Значит, теперь почему изначально все это произошло? По какой причине? Значит, в моем моторе трубка давления масла, она, грубо говоря, если нарисовать двигатель, вот здесь, вот двигатель, так, ну здесь вот, грубо говоря, перед автомобиля, фары, так, вот здесь идет насос, масляный насос, и от него идет трубка, она идет вот так вот, вдоль всего двигателя, и потом по 90 градусов опускается на турбину, через штуцер, ну, естественно, на турбину. Так, ну, тут некрасиво. И почему-то, так как машина не новая, и может быть предыдущий хозяин, может кто-то еще, здесь не было хомута. Вот на этом участке. Получался очень большой рычаг. Вот эта вся трубка, она свободно болталась в воздухе, и двигатель, естественно, вибрации двигателя передавались на трубку. И вот в месте 90 градусов, в этом месте колена образовалась микротрещина. Откуда из этой микротрещины потихоньку, во-первых, упало давление в магистрали масляной, так, соответственно, уже на подшипник давление масла уже нужно, масло поступало, конечно, но нужного давления уже не было. Соответственно, появился небольшой износ. Так, это первая, начальная причина. Появилась течь масла, я ее обнаружил. Я решил, микротрещины не было видно, я снял трубку полностью проверил, почистил ее. Микротрещины визуально не было обнаружено. Я опять собрал, опять ездил. Турбина была мокрая, капелька по капельке. Я периодически там лазил, посматривал, откуда идет масло, так и основную причину не увидел. Пока не наступил определенный момент, когда масло уже начало очень сильно, вот из этой микротрещинки, вот в этом колене, начало сильно течь, реально. И я уже, грубо говоря, на 5000 доливал там литр-два, даже, да, где-то 2 литра масла уже доливал на 5000. Я опять решил все это дело разобрать, начал снимать трубку и обнаружил, что у меня вообще она очень сильно лопнута, вот эта трубка. Я, конечно, нашел, заменил, поставил, и через какое-то время обнаружил, что моя турбина уже в впускной коллектор подает масло. Вот так, там впускной коллектор подает масло. Я разобрал, посмотрел, да, сильно изношен подшипник, сильное биение, весь холодная вся часть турбины улитка и сама крыльчатка вся в масле. Естественно, понял, что надо ремонтировать. Так вот, причина ремонта турбины стала вот эта микротрещина, то есть голодание, масляное голодание подшипника. То есть давления не было нужного в подшипнике. И, соответственно, плохо смазался, и появился этот износ. Поэтому, что я сделал потом? Я потом, когда купил новую трубку, я уже здесь закрепил хомут, и здесь в этом месте закрепил хомут. То есть уже вибрация от двигателя не передается на трубку, она уже двигатель вибрирует вместе с этой трубкой. Трубка нигде не изгибается никак, а вот без этих хомутов она болтала сама по себе очень сильно. Так вот влево-вправо, грубо говоря. И вот это колено подвело и сломалось. Поэтому надо за этим очень внимательно следить. Всем рекомендую проверить все соединения, чтобы, если вот такая длинная трубка, рычаг, то в ближайшее время где-то будет поломка. Последняя тема про турбину, ремонт турбины, значит. На сегодняшний момент турбина прошла 15 тысяч, была произведена замена масла. Масло не уходит, уровень остается в норме. Сейчас посмотрим, что творится в отпускном коллекторе. Снимаю, честно говоря, первый раз, поэтому посмотрим, что происходит. Вы видите, да, что впускной коллектор полностью сухой, масла нигде нет. Жирненько немножко есть, но это возможно еще от того, что старое текло. Но тут вот поглубже рукой все сухо, грязь, не страшно. Значит, повторюсь, турбина прошла 15 тысяч,
никакого скрежета, никакого стука, никакого постороннего звука нету. Значит, когда турбина дует, ну, по китайскому прибору, конечно, 1 бар, что соответствует технической документации завода-изготовителя. В принципе, проделанной работой очень доволен. Самое главное, это дешево. 15 тысяч это уже показатель, я считаю. Для на такой пробег уже бы вылезли какие-то мои косяки, если я что-то не сделал правильно. Выпускной коллектор тоже сухой. Но я не полезу уже. Там сажа обычная, черная, дизельная. Но никакого масла, никаких следов сгорания масла там нет. Я очень доволен проделанной работой. Еще раз. Всем, конечно, большое спасибо за просмотр.